Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Наконец-то закончились все новогодние праздники, и можно уже с новыми силами браться за наше рукоделие. Девочки, я помимо того, что перед Новым годом меня прооперировали, и поэтому я все-таки не стремилась прям много видео выложить, так выкладывала кое-чего, в основном шортс и не часто. Но я хочу сказать, у меня еще сломалась машинка моя швейная, поэтому я затянула с выходом видео, а в новогодние праздники, никто не хотел работать, ни один мастер, поэтому у меня вот сейчас, а еще пока не сделана она даже, и не знаю, когда будет сделана. Если в ближайшее время мне ее не отремонтируют, придется покупать новую, потому что идей у меня много, у меня же руки чешутся, хотят что-то делать, шить. Пока что получается только вышивать без машинки, без швейной. Я уже показывала такие стежки вышивальные. Оставлю ссылочку в описании к видео, чтобы вы могли посмотреть самые элементарные стежки. Это называется тамбурный шов. Делаю такую цепочку тамбурную из тамбурных швов. Вот. Но более подробно оставлю ссылочку, чтобы вы все сами увидели. По поводу моего здоровья после больницы, то что все нормально, но могло бы быть и лучше. У меня чуть-чуть один шов разошелся. Вот шов 10 сантиметров примерно, и где-то 3 сантиметра разошлись. Ничего страшного, обрабатываем. Все, как врач прописал. И просто дольше будет заживать. Вот смотрите, такой стежочек, тоже тамбурный, но смотрите, как можно раскрасить лепесточки. Я просто по краям вот уже готового одного стежка делаю еще один такой же стежок, чуть-чуть выше иголку вывожу. Кстати, я хотела сказать, у меня одна зрительница написала еще при прошлой вышивке, что вы что, хвастаетесь или учите? Девочки, я ускоряю видео, чтобы не затягивать, но у Ютуба и в Яндекс.Дзен есть такая функция, можно скорость поставить ту, которую вам комфортно. Поэтому вы можете замедлить видео, чтобы все получше рассмотреть, если кто-то что-то не увидел. Кроме этого, вы можете еще, как вот фотографии на телефоне смотрите, раздвигаете пальцами, чтобы приблизить. Такая же функция сейчас появилась в видео на YouTube. Тоже имейте в виду. Смотрите, но по-новому я теперь делаю вот эти вот, видите, тамбурный стежок. Я его не закрепочным швом, а вот французским узелочком закрепляю. И получается сразу красота. Вот еще раз повторяю. Делаю обычный тамбурный стежок. И вместо того, чтобы вот просто вниз иголку провести и закрепить его, я делаю на этом месте, чуть-чуть отступаю, прям миллиметр от своего стежка. И делаю французский узелок. Получается, по-моему, очень прикольно. И времени не занимает особо много, а красиво. Я хочу сказать, у меня же, я и в прошлый раз уже делала такие вот квадратики из мебельных образцов, расшивала. У меня очень много спрашивали, а что это за ткань? Это обычные мебельные образцы, которые в магазинах мебели предлагают покупателям мебели для того, чтобы они выбрали, какой тканью им приятнее было бы обить эту мебель. Это называется рогожка ткань. Вот это я уже показывала, где берет вышивала, но еще раз покажу. Просто снизу вверх, то с одной стороны, то с другой. И получаются такие прикольные листочки. Тут, конечно, можно еще повышивать что-нибудь, напридумывать, но я не стала, потому что у меня остальные все, тоже примерно вот такая наполненность рисунка. Вот. Это вот у меня от прошлой работы. Я вот сейчас покажу, наволочку я делала. Напишите, если вот такой вот, как кружевная вышивка, тоже где-нибудь покажу. Вы слышали звук? Это моя собака прошла мимо, проклацала когтями по ламинату. Вот
Что из этих квадратиков можно сделать? Ну, можно много-много-много вышивать, я уже говорила, и попробовать там в одеяло делать такие вставочки. Но я в прошлый раз показывала, сейчас я вот такую наволочку я делала. Я тоже ссылочку оставлю в описании на эту наволочку. И вот этот зеленый квадратик у меня остался еще с тех пор, как я вот эту делала наволочку. Просто, ну, я вышивала какие-то цветные. Сейчас я вот такие светлые, бежевые, более коричневые у меня еще есть. Вот у меня диван, та же самая рогожка, только покрупнее чуть-чуть. А кое-где и такая же. Вот у меня вот здесь вот такая же. Вот имеется в виду, что это мебельные ткани, мебельные образцы. Девочки, я не буду долго. Я сейчас вот просто показала то, что у меня вот на данный момент есть. Я еще, конечно, буду добавлять. Напишите, может быть, вам еще что-то на камеру, вышивку какую-то сделать, если это интересно. Вот. А пока, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.